Фух, устал я от обзорчиков. Нужно немного передохнуть, выпить пенного, посмотреть фильм и сделать next обзор. Блин, а где сухарики? Ну что, мужики, как будем делать пивчик? Делить. Мы ничего делать не будем, его заберут меньше. Пацаны, вы чего? Тут же на всех хватит. А разве коробка не была закрыта? Пиво! Yeah, every saint could be a sinner when the finger's on the trigger. I gave an inch, you take a life, it's do or die. They tried to drown me in the drama, and now I'm swimming with piranhas. That bleed me dry, I won't survive, but that's alright. You're just evil people, cracking smiles and twisting knives, friendly but lethal, like the devil in disguise, hiding in plain sight. You're just evil people, and I don't trust a single fucking one of y'all. С вами Апич, будь здоров, и сегодня по голосованию из моего ТГК нет победителя. Безупречный баланс, эталон гармонии. Вы чё, охуели там совсем? Ладно, прощаю вас. И на праве автора сам выбрал фигурку на сегодняшний обзор. Superior Spider-Man от Mass Toys. Чао. Ну или вы прочитали название видео. Начнем с фигурки и продолжим историей. Ну а сейчас самое время поблагодарить продавца Озон Fedius за продажу данной фигурки. Всю линейку Mass Toys советую купить у них. Only Original. А если напишите им, что от меня, то вам предоставят скидку. Продолжим. Вот такой символ данного паука, и мне нравятся их коробки. Китайцы явно шарят за стайл. Внутри также по стандарту фигурка, аксессы и стенд с подставкой. Мужики, как же я устал от стандартных пар паутины и вееров. Для next фигурок нужны перемены. Да хоть паутину с проволокой сделайте. Стенд с подставкой с тем же лого паука, что на коробке и на фигурке. С гибкой держалкой на проволоке. Стандартные кисти рук, но тут наш паучок сделал маник. Оцените в комментах его по 10-бальной шкале. Вот и они, ради чего и выпустили фигурку, металлические щупальца. Нет, они не из металла, а обычный пластик. Вообще, давайте поговорим о них. Выглядит круто и дорого. Но есть но. Во-первых, они внутри пустые, из-за чего, например, мои экземпляры пошли трещины. Я, конечно, залью трещину клеем, но будьте с ними осторожны. Во-вторых, за спиной фигурки они крепятся очень вяло. Понятно, что это сделано в угоду, чтобы шарнир крутился вокруг себя, а если бы они были тугие, с ними была бы проблема. Но считаю, это все равно минус, потому что повернув щупальце, оно просто выходит из отверстия на спине. И вот наша фигурка. Вообще выглядит и сделано шикарно. Цвет черный с красным придает опасность данному молодому человеку. Есть текстура паутины, что приятно для глаза и на ощупь. На линзах, масках нанесен лак. В них прям видно отражение комнаты. У него отдельный рюкзак для щупальца. Он приклеен и никак не мешает подвижности фигурки. Также в комплекте у нас сменные головы. Это полуснятая маска с ртом и голова лже Питера Паркера. А также отдельная деталь шеи, где видно кожу персонажа. Но с ней интересная хуйня, что она короче шеи с костюма. И вырез сзади куда больше, что выбивает внешний вид фигурки сзади. Теперь поговорим о позинге. Ну, вообще скажу прямо, с ним мне позинг не нравится. Обосную. Из-за того, что щупальца выходят из своих отверстий при движении, они руинят и приходится пересобирать фигурку. Те, кто позами занимаются, знают, что это полнейшая жопа боль. Когда пытаешься придать фигурке норм внешний вид, а тут отпало, там треснуло и приходится тратить на это время впустую. Больше по поводу фигурки мне сказать нечего. Так что давайте перейдем к истории перса. Данного микрочела я не зря назвал лже Питером Паркером, так как на самом деле это доктор Отто Октавиус. В комиксе Amazing Spider-Man он поменялся сознаниями, следовательно телами Спуди-мемом, так как сердце и тело Отто сказало: «Чао, бомбалайло, крокодайло, зря ты энергетики хуяришь каждый день». И знаете в чем прикол? Читая комикс, я думал, ага, сейчас Питер вернет свое тело, даст пиздов Отто и на этом сюжет недели кончится. Но нет. У Питера не получилось вернуть свое тело. Перед кончиной Питера в теле Отто, разум Отто наполнился воспоминаниями, эмоциями и логикой Паркера. И что мне нравится, это охуенная иллюстрация того, почему с большой силой приходит большая ответственность. Отто это тоже понял. И именно в этот момент он прозрел, что за маской Человека-паука не его враг, а парень, что пережил все дерьмо на свете. И не опуская руки,
берет ответственность, спасая близкие и случайные человеческие жизни. На последних секундах перед кончиной они поговорили не как враги, а как преемники судьбы. Отто принял жизнь Паука и готов продолжить его супергеройское дело, став лучше, сильнее, совершеннее. А Питер принял, что проиграл, но даже в теле злодея он продолжал быть героем. На этом и заканчивается комикс Amazing Spider-Man. Продолжение истории можете прочитать в Superior Spider-Man. Я, кстати, сейчас его тоже читаю, потому что можете меня поздравить. Я дочитал Сольник Агента Венома. И сейчас продолжаю читать его сюжет в других комиксах. По итогу скажу, что фигурка выдалась балдежная, но со своими проблемами. В основном неприятности с щупальцами, будьте с ними аккуратны. И все. Я собрал всю коллекцию MS Toys на данный момент. Летом ждем Венома, обязательно его приобрету для коллекции. Ну а вам могу советовать данного соседа Человека-паука. Артикул на него, ссылки на телегу, ВК и Бусти в описании и в комментах к видео. Спасибо за просмотр, я с вами не прощаюсь. И помните... Эй, ты, да-да, ты, немотивированный говно. Запомни, если обидели, не обижайся. Если ударили, не ударяйся. Ты не неудачник, ты удачник. В этом жизни тебе открыты все ворота крашеные. Дареному коню в попу не смотри. Раз на раз выйди со своими «не хочу», «не могу», «не буду». И прогиб заткнись, как розетка, ты током бьешь 220 вольт, ты знаешь об этом. В твоих руках будущий ты и сын твой молодец, мне кажется. Не унывай, дыши, а то умрешь. Ты не дурак. Ты можешь дальше, больше, come on, everybody put your hands up. И запомни, раз, и на два, три, четыре, то есть навсегда.